В последние дни 2023 года многие задумываются о том, как будут развиваться военные действия в Украине в 2024. Ведь хоть сколько-то масштабные события, которые определяют ход войны, происходили довольно давно. А сейчас обстановка на фронте выглядит, прям скажем, мало впечатляюще. Тем временем американский Конгресс ушел на зимние каникулы, так и не проголосовав за военную помощь Украине на 2024 год. Евросоюз вместо обещанного 1 миллиона снарядов передал меньше половины. А Россия смогла нарастить производство дронов, выдержать украинское контрнаступление и снова перехватить инициативу, пока Путин гнет свое на прямой линии. Мол, войну будем вести до победной денацификации и демилитаризации. Украина вряд ли останется совсем без помощи. Конгресс может одобрить законопроект о помощи Украине уже в новом году. Да и новость насчет боеприпасов можно прочитать так, что Европа все же запускает свои мощности по производству снарядов. Да, запускает с колес, не без накладок, но производство будет набирать обороты. Очевидно, в это вкладываются огромные средства не для того, чтобы производство закрыть. Потому что война, которая длится уже почти 2 года, может стать действительно долгой, затянуться не на пару лет, а существенно дольше. Как показывает опыт этой войны, пока Украина держит оборону по всему фронту, а российская армия вполне может долгие месяцы атаковать какой-то один населенный пункт. Так уже было с Бахмутом. Так сейчас происходит с Авдеевкой. Сегодня российское командование занято длительной ползучей операцией на Восточном фронте. Задача операции – отбросить ВСУ как можно дальше от Донецка. С этой целью российская армия уже несколько месяцев штурмует Авдеевку, его северный пригород. И с этой же целью на прошлой неделе почти полностью захвачена Марьинка, западный пригород Донецка. Скорее всего, эта операция продолжится и в следующем году. Перед тем, как начнем, хочу быстро напомнить, что на наш канал можно жертвовать деньги. У нас прошлый месяц был не очень удачный с финансовой точки зрения, и вообще сейчас есть некоторый небольшой спад просмотров. Поэтому, если вы присоединитесь и поддержите нас, например, на Патреоне, это будет очень здорово. Ну все, начинаем. Именно подобные сражения, как в пригороде Донецка, показывают, какой может быть война в следующем году. Сейчас из Донецкой области поступают видео боев между дронами. Вот, например, российский дрон таранит украинский. И делает он это вовсе не случайно. Дело в том, что украинский 6-пропеллерный беспилотник может сбросить сразу несколько противопехотных гранат. В военном смысле это означает, что такой беспилотный аппарат может поразить несколько солдат за один вылет. Сегодня мы понимаем, что такие мелкие стычки между дронами будут происходить и дальше. Конечно, есть у беспилотников и иное, более очевидное применение. На этих кадрах российский дрон уничтожает украинские камеры видеонаблюдения на возвышающемся холме. А вот уже украинский воздушный дрон уничтожает российский наземный. Мы тут не раз говорили, что впереди война дронов, но сейчас убеждаемся в этом воочию. Если в начале вторжения в Украину обычные мавики корректировали огонь артиллерии и могли сбросить гранату на пехотинца, то сейчас беспилотники эволюционировали во что-то типа барражирующего боеприпаса. Есть тактические дроны, их применяют прямо против противника на переднем крае. Есть оперативные, они используются против важных целей в прифронтовой зоне. Засилие беспилотников – одна из причин, почему война стала позиционной. Свою роль сыграли и технические особенности управления летательными аппаратами. Чуть больше года назад новшеством войны стали FPV-дроны – высокоточные ударные беспилотники, которыми оператор управляет от первого лица. Технология FPV, First Person Vision, позволяет быстрее и точнее направить беспилотник в цель. Сейчас эти дроны выпускаются в промышленных масштабах и используются наравне с минометными снарядами. Если год назад они поражали только крупные цели, типа броневика или артиллерийской установки, то сейчас атакуют даже отдельных солдат. А еще на фронте все чаще появляются FPV-дроны, которые могут находить цели в тылу войск противника ночью. И это критически важно, ведь именно ночью на фронте проводятся основные логистические операции. Вывоз раненых, выезд подразделений с фронта в тыл и заезд свежих сил с тыла на фронт – все это делается в темное время суток. FPV-дроны применяют обе стороны. По некоторым данным, у России их существенно больше. Именно эти дроны сделали маневренную войну невозможной. Нет смысла формировать колонну бронетехники и бросать ее на прорыв. Ведь ее, скорее всего, увидят дроны-разведчики, наведут артиллерию, а потом противник будет добивать отступающих ударными беспилотниками. Поэтому война и переросла в бои за лесопосадки и отдельные кварталы разрушенных городов.
Более того, есть беспилотники, которые применяются глубоко за линией фронта. И речь не только о шахедах, которые атакуют вообще всю территорию Украины, или о сопоставимых по классу украинских бобрах. Российская сторона разработала дроны, которые пролетают до 70 километров фронта и атакуют украинские прифронтовые аэродромы. Это вынуждает ВСУ перемещать свои самолеты подальше вглубь страны или выставлять макеты и муляжи. Сейчас тот, кто найдет эффективное противоядие от дронов на фронте, скорее всего, и сможет наступать. И таким противоядием может стать РЭБ – радиоэлектронная борьба. До полномасштабного вторжения в Украину эту задачу выполняли огромные системы типа «красухи». Грубо говоря, это машины, начиненные аппаратурой, которая создает условный купол из радиоэлектронных помех. Этот купол прикрывает какие-то большие объекты типа штабов, командных пунктов или средств ПВО. В итоге разведка противника просто не может навести туда свою ракету. Прикрытые куполом цели не видят и приборы самолета или ударного вертолета. Но такие огромные системы невозможно использовать, чтобы прикрыть линию фронта от мелких дронов. Поэтому сейчас в обиход вошло понятие «окопный РЭБ». В российской армии к системе окопного РЭБ можно отнести комплексы «Волнорез» и «Тритон». Это невидимое оружие, грубо говоря, небольшая коробка с антенной. Она создает купол радиопомех на 100-2 метров вокруг. Как раз хватает, чтобы прикрыть небольшой опорный пункт. Дрон противника залетает в этот купол, теряет управление и летит в никуда. Сейчас дошло до того, что портативные системы РЭБ устанавливаются прямо на бронетехнику. И вот что любопытно. Независимые исследователи установили, что такие РЭБы — это гражданские устройства стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Приспособления, которые устанавливали собственники дорогих загородных домов, чтобы их, например, не снимали журналисты. Или чтобы не мешал сосед, который только-только купил дрон и учится на нем летать. На войне такие коммерческие вещи малоэффективны. Для более ценной и менее массовой техники, чем танки, российская армия находит средства РЭБ посерьезней. Вот, например, на этом видео тяжелая огнеметная система «Солнцепек», одна из самых мощных артиллерийских систем в российской армии. Своим огнем она буквально выжигает оборонительные пункты противника в полях и лесопосадках. И поэтому же она становится приоритетной целью для дронов ВСУ. Вот против них на «Солнцепеке» установили антидроновый навес. Такие штуки называют мангалами. А вот к нему прикручена мощнейшая система РЭБ «Лесочек», которая, по признанию украинских специалистов, создает сильные радиопомехи для FPV-дронов. Правда, радиус действия у нее не такой уж и большой. Получается, что в этой войне бронетехнике, чтобы выжить, нужно быть напичканной совершенно неожиданными вещами. Просто зафиксируем. В начале вторжения, менее 2 лет назад, российская бронетехника заходила в Украину преимущественно вообще чистая, без мангалов. Сегодня же на технику стандартно наваривают большие защитные навесы от дронов, а теперь еще и накрывают невидимым глазу куполом радиопомех. Но тут стоит все же проговорить, что такие средства не панацея. Операторы дронов просто меняют частоту сигнала. В ответ на это РЭБ находит новую частоту и глушит ее. В итоге битва превращается в бесконечное противостояние меча и щита, когда на более мощный меч вам надо и щит помощнее. Только теперь эти щит и меч вообще радиоэлектронные. Длительная позиционная война на Донбассе против российских прокси-сил научила ВСУ оперировать беспилотниками и вынудила закупить несколько десятков байрактаров. Но такого опыта не хватило на второй год войны против всей российской армии. Не готовы к этому оказались и западные союзники Украины. Американская, да и любая другая западная армия со времен Второй мировой войны не воевали с равным по техническим возможностям противником. Ведь с противником в разы уступающим в развитии, у которого нет доступа к каким-то высоким технологиям, о полномасштабной войне речи не идет. И уж точно подобный опыт не применим не просто к современной войне, но конкретно к нынешнему вторжению. А вот российский ВПК смог адаптироваться к новым условиям и очень даже успешно. Ведь все-таки российская военная инфраструктура с ее исследовательскими институтами и мощностями вкладывалась в РЭБ последние 20 лет. Потому что в качестве возможных противников у России сплошь технологически развитые страны. К войне с ними Россия и готовилась. Российско-украинскую войну сейчас сравнивают с Первой мировой, и понятно почему. Тогда фронты тоже стояли несколько лет. Но появилось новое, более технологичное вооружение,
например, танки, и ситуация сдвинулась с мертвой точки. В 1918 году союзники провели несколько удачных битв и сломили немецкую оборону. В итоге Германия, которая оккупировала огромные территории от Ла-Манша до Ростова, вынуждена была признать поражение, хотя не отступила на свою территорию ни в одной точке фронта. Пока нельзя сказать, что фронт на этой войне выглядит как непробиваемая цепь, утыканная радиоэлектронными защитными куполами. До этого все еще далеко. Но такого развития событий вполне можно ожидать. Сейчас в российской армии окопный РЭБ используется более массово, и обе стороны ищут, как такие купола можно пробить. Украинские специалисты говорят, что пробивать купола РЭБ смогут дроны с машинным зрением. В прессе эту систему часто путают с искусственным интеллектом, но это неверно. Дроны с машинным зрением не могут самостоятельно распознать цель, не могут принимать решения. Мол, что лучше, ударить вот по этой ближайшей пушке или пролететь еще 3 километра и навестись на более какой-то крупный и важный комплекс ПВО. Нет, технология машинного зрения устроена иначе, она решений не принимает. Пилот дрона держит его высоко в небе, куда не достает купол РЭБа. Затем пилот видит, скажем, вкопанную пушку. Сам дрон, конечно же, не понимает, что перед ним, пушка или танк. Но пилот наводит дрон на конкретный пиксель на изображении. Дрон его запоминает и начинает лететь к объекту. Даже когда он зайдет в зону покрытия купола, связь с человеком беспилотнику уже не нужна будет. Беспилотник запомнит конкретную точку, куда надо бить. И пушку не спасут никакие радиопомехи. Дрон ее поразит, так сказать, по памяти. Если такая технология начнет массово применяться в войне, то сможет поменять ее правила. Подготовка операторов беспилотников станет буквально конвейерной. Это сейчас, чтобы подготовить опытного спеца, нужно тратить месяц. Машинное зрение позволит любому человеку освоить эту боевую специальность в разы быстрее. Как минимум не тратить время на то, чтобы пилотировать дрон на финальном отрезке атаки. Достаточно научиться поднимать беспилотники в небо, держать их высоко и наводить на объект. В итоге оператор дронов станет такой же массовой специальностью, какой сейчас является, например, условный минометчик. Или вообще сами минометчики научатся использовать еще и дроны. Такие технологии помогут генералам ломать оборону противника и активнее двигать фронты. И это мы еще не говорим про искусственный интеллект. Пока об этом говорить, конечно, рано, но не исключено, что в ближайшем будущем мы все же увидим беспилотники, которым не нужна будет никакая связь вообще, которые сами смогут распознавать цели и выбирать, какая из них более приоритетная. В извечном противостоянии атаки и защиты, то есть меча и щита, такая новация сделает меч более разящим, чем к тому готов щит. В общем, противники сейчас ищут инновации, которые помогут изменить баланс сил. Но все же ключевое значение пока имеют традиционные вооружения – снаряды и пушки. А значит, сторонам конфликта нужны будут не только какие-то высокотехнологичные решения, но и привычные производственные мощности и военный конвейер, а также деньги на все это. Потому что перед нами жестокая война с массовыми армиями, мобилизациями и включением всех военных производств, которые вообще есть у крупнейших экономик Европы. И выглядит так, что все это очень надолго. За войной в новых условиях, диктуемых развитием высоких технологий, мы будем наблюдать и дальше, в ближайшее время. Во всяком случае, в 2024 году. До завтра. Приглашаем вас на театрализованное представление Максима Каца. Закулисная жизнь канала, запись ежедневного ролика, общение с залом. Тель-Авив, Франкфурт, Цюрих, Париж, Рига, Таллин, Милан, Барселона, Варшава, Лиссабон, Вильнюс, Хельсинки. Билеты на сайте maximkatz.com.